привет! С вами Фенькоплет. В этом уроке я покажу, как плести фенечки с именами. Такая техника называется прямым плетением в два цвета. Схема для прямого плетения выглядит вот так. Они не имеют стрелочек, и узлы в них только левые либо правые. Сегодня я составила вот такую схему Summer. Это и имя, и лето сразу. Высота этой схемы 7 клеточек, значит нам нужно взять 7 нитей под основу. Цвет основы будет совпадать с цветом букв имени. Я сегодня возьму желтый цвет. Эти нити почти не используются в плетении, поэтому достаточно взять по 50 сантиметров. Кроме того, нужно взять еще одну нить фоновую. Ее лучше взять мотком, как минимум метров 5. Теперь длина нашей схемы 35 клеток. И сейчас я расскажу, что это означает. Нам нужно, чтобы имя получилось в центре, поэтому по краям нужно сплести несколько пустых рядов. И теперь нам нужно рассчитать, сколько именно пустых рядов мы будем плести. Для начала измерим обхват нашего запястья. К примеру, мне нужно сплести фенечку длиной 13 см. Средняя плотность плетения примерно 5 рядов на 1 см. Поэтому всего нам надо сплести 13 умножаем на 5, 65 рядов. Как мы уже посчитали, длина схемы 35 рядов, значит остается еще 30 на фон. Таким образом, с каждой стороны нужно сплести по 15 пустых рядов. Итак, сейчас разложим наши нити. Ведущую нить положим слева и начинаем плести. Плетем ведущей нитью узлы сначала вправо. Напомню, как это делается. Ведущую нить накладываем на следующую так, чтобы получилась петля. Продеваем ее снизу в эту петлю и затягиваем. И плетем второй узел на этой же нити точно такой же. Все узлы в фенечках всегда двойные. Итак, плетем целый ряд вправо. После этого разворачиваемся и все той же нитью плетем узлы в обратную сторону, влево. Таких рядов нужно сделать целых 15. После того, как мы сплели 15 рядов, переходим к схеме. В первом ряду у нас первый узел все тот же фоновый, то есть плетем без изменений. А вот следующие три узла должны быть желтыми. Как сплести узел так, чтобы он получился желтым, сейчас покажу. Мы плетем желтыми нитями на ведущий. Таким образом получается просто узел в другую сторону. Вот все, ничего сложного здесь нет. Следующий узел по схеме снова зеленый, затем еще один желтый и последний зеленый. Вот таким образом и плетутся фенечки прямым плетением. Теперь идем в обратную сторону. Здесь у нас узлы будут чередоваться: зеленый, желтый, зеленый, желтый, зеленый, желтый, зеленый. Ну и плетем таким же образом дальше по схеме. И первая наша буква S готова. Плетите дальше по схеме, но не забудьте, что в конце нужно сделать еще 15 пустых рядов. Ну что ж, наша фенечка готова, и теперь осталось сделать завязки. Заплетите обычные косички или жгуты. Вот такая фенечка с летним именем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. С вами был Фенькоплет. Пока-пока!